Привет, меня зовут Нигора, и это история моего пути. До 18 лет я жила в маленьком поселке в Таджикистане. У нас было все просто, но теплое детство. Школа, друзья, мечты. Я всегда хорошо училась, а еще мечтала стать врачом. Знаешь, такой подростковый порыв. Помогать другим, спасти жизни. Я даже участвовала в олимпиадах, но тогда это оказалось слишком сложно и дорого. У нас в Таджикистане для девушек есть 3 пути: выйти замуж, стать учительницей или, если повезет, врачом. Но я знала, что я хочу большего. В нашей семье было 4 детей, и с самого детства мы знали, что когда исполнится 18, каждый из нас уедет в Россию к маме. Она работала няней, мы ее почти не видели. Когда пришел мой черед, я уехала. Я знала, что уеду, но я не знала масштаб адаптации. Звучит странно, но до 18 лет я никогда не сталкивалась с эскалаторами. Такси — вот и весь наш транспорт. И вот я впервые одна сажусь в самолет, прилетаю в Москву, Домодедово, а потом электричка красная. Помните такие старые электрички, очень шумные? Я в шоке от того, как изменилась моя жизнь за один день. Я была безумно рада увидеть маму, но вместе с радостью пришли и первые трудности. Я очень общительная, у меня всегда были много друзей, и тут тишина. Мама работает, сестра работает, я осталась одна, без знания языка, без документов, без понимания, что делать дальше. Я начинала выпадать в депрессию. Старалась учить язык, но почти не выходила из дома. Не могла пойти на работу, не было документов. Даже в магазин это был страх. Как сказать, что ответить? Начала хотя бы как-то пользоваться транспортом. Училась не паниковать. И тогда случился поворотный момент. Я поехала подавать документы на патент. Со мной была женщина-посредница. Она купила билет себе, а мне нет. Контролер ко мне подходит, просит предъявить билет, а у меня нет. Я даже не знаю, как это выглядит. Она сделала вид, что меня не знает. Меня просто высадили без билетов, без понимания, где я. У меня был старый телефон, он быстро разрядился. Я испугалась не на шутку. Настолько, что мне трясло руки, я не знала, куда идти, но положила руки в карман и нашла там номер мамы. Она заранее положила, я называю это чудом. Я подошла к девушке, дрожащим голосом, на ломаном русском попросила телефон. Позвонила маме, она успокоила меня, сказала, на какой станции выйти, вернулась домой. Я плакала от облегчения. Этот день много во мне изменило. Я не стала слабее, я стала смелее и поняла, я смогу справиться, даже когда страшно, даже когда никто не подсказывает. Я учусь, я расту, и я готова делиться. Зачем я это рассказываю? Мне было страшно рассказывать эту историю, страшно быть непонятой, осужденной. Но если хотя бы один человек посмотрит это видео и почувствует, я не один, значит, я не зря открылась. Это мой путь, и я иду по нему с любовью, с верой и с надеждой, что все только начинается.